Привет, мам. Помнишь, как папа удивился, когда узнал, что я беру с собой в дорогу всего 20 тысяч, которые он мне дал? И да, я все-таки в Тбилиси. А помнишь ту сумку еды, которую ты мне дала в дорогу? Да, ты так переживала, что я останусь голодным. Кстати, я даже поделился той банкой варенья с проводником поезда. Ну прости, мам, варенье было вкусным, но банка слишком тяжелая, с ней бы я точно никуда не доехал. Не переживай, мам. Я не голодный, и со мной все хорошо. Моя поездка по большей части это, наверное, попытка познакомиться с этим миром, увидеть чуть больше, вырваться из рамок привычного, использовать каждый шаг как точку роста. Если ты наблюдаешь за своими чувствами и ощущениями, каждое твое действие содержит ответы на вопросы: мое ли это, должен ли я это делать вообще и хочу ли я. Но это не ответ из ниоткуда. Все хранится в самом тебе, нужно лишь научиться себя слушать. Я встречал много людей, ехал с дальнобойщиками, проходил границу 2 стран пешком, но я никогда не платил за дорогу. Не потому, что мне было жалко платить, конечно. Я никогда не жалел сделать что-то хорошее для других людей, мне только в радость. Просто, когда ты едешь без денег, между тобой и водителем образуется какая-то связь. Когда не деньги являются мотиватором к действию, что-то человеческое берет вверх. На моем пути было очень много моментов, когда я принимал решения исключительно интуитивно. Я нередко полагался на волю судьбы, буквально подбрасывал монетку и ехал туда, куда просто подсказывала мне жизнь. И так я поехал напрямую в Тбилиси, хотя раньше думал поехать через Южную Осетию. И только когда я приехал, я узнал, что если бы я поехал через Осетию, то меня бы явно не пустили в Грузию. И такие подсказки жизнь постоянно дает каждому из нас. Нужно лишь научиться замечать их, чтобы жить в гармонии с миром и самим собой. Это, пожалуй, то, чему я научился в дороге. Чувствовать жизнь и не бояться сделать шаг назад ради 2 шагов вперед. Я проехал 7000 километров от Алматы до Тбилиси, и сейчас, когда это пишу, уже 50-й день моего пути. И почти месяц я нахожусь в Грузии.
Кому-то покажется, что это много, но в сравнении с тем, насколько я вырос за этот короткий промежуток времени и сколько прожил событий, это ничто. Неважно, сколько это требует усилий, денег, терпения, все окупается сполна моментами, когда ты стоишь и ешь суши где-то в поле, где до ближайшего города более 200 километров. На разных этапах моего пути меня влекли вперед разные мотивы. Поначалу это был просто интерес неизведанного. Когда я стал подъезжать к Москве, меня переполняли чувства от осознания, что столь удивительная встреча действительно может произойти. Мы общались по сети около 5 лет, и спустя столько времени даже мысль о встрече может показаться шуточной, какой-то нереализуемой. Однако за 12 дней и 4100 километров я все-таки приехал.
Всем привет! Я нахожусь в Тбилиси, и сегодня 53-й день моего путешествия. Я нахожусь в квартире у Иры и ее друзей. С Ирой мы познакомились в Long Life Place у Макса. Это место работает и приносит радость, и я не готов от него отказываться. Я вложил... Твое место действительно работает, оно должно жить, существовать, и оно действительно творит чудеса. Благодарю всех за то, что поддерживали меня в дороге, всех моих новых знакомых, попутчиков, всех, кого я встречал, моих друзей и, конечно, моих близких, что были так далеко все это время, но на самом деле очень-очень близко. Сейчас у меня есть несколько вариантов, что мне делать дальше. Первое – это найти сюжет для своего первого документального фильма. Это цель номер один, это то, чем я хочу заниматься – снимать документальное кино. Второе – это отправиться в Турцию и снять все, что будет со мной происходить, желательно на широкий угол и ничего не вырезая из контекста, чтобы можно было посмотреть встречи с новыми людьми, посмотреть, как я сплю на улице, посмотреть, как я договариваюсь с людьми, чтобы не спать на улице и многое-многое другое. Но на это нужны ресурсы, которых сейчас у меня нет. Но это не проблема, это одна из особенностей. Вот. Кстати, об особенностях. Я брал в дорогу 20 тысяч рублей, которые мне дал отец за месяц до поездки. Спасибо, пап. Да, это был весь мой бюджет. То есть я думал, я успею подзаработать, но, увы. Хотя, наверное, к счастью. Так получилось намного интереснее. 10 тысяч из этого бюджета у меня ушли на поездку по России. Еще 5 в Грузии. И еще 5000 рублей у меня остались на поездку в Турцию. Так что, если вы желаете поддержать мой проект, увидеть, как я езжу без денег, посмотреть, как я договариваюсь с местными, чтобы мне было где переночевать, то все реквизиты будут в описании. Благодарю за просмотр. Надеюсь, это видео вызвало у тебя какие-то теплые чувства, ну или просто заставило улыбнуться. Вот бы не спать до утра, вот бы не думать о завтра. Даже взгляды, ну в них задыхаться, утонуть в потомные рифы. Вот бы не спать до утра. Правда или смерть, хватит так смотреть, бросай эти игры. Правда или жизнь, ты мне покажи, что греет другим кровь, что нет конца и края, и песни замирают. Ты мне покажи, что греет другим кровь. Грустно прощаться с утра, съесть обещание на завтрак. Прячем взгляды, ну не убежать, не увернуться, ранят как иглы. Грустно прощаться с утра. Правда или смерть, хватит так смотреть, бросай эти игры. Правда